полгода в тюрьме. А я живу прекрасную жизнь, ломаю ракет. Людям-то интересно. Я про тебя спрашиваю. Вы партнеры. Это было для меня уроком. Я сама мазохист. Писали то, что мы расстались. Ты пошел вон. Больше не хочу играть. Шикарно просто. Разводишься? Иди в жопу! Привет, красотка. Привет. А ты далеко здесь живешь? На Марине, 10 минут. Понятно. Буквально. Ну, адаптировалась уже? Да, даже не хочется уезжать, если честно. Как? Я думала, что у вас уже такая ломка по сезону. Не, ломка есть, но с другой стороны для меня это время ценно очень из-за того, что спокойно. Ты никуда не спешишь, у тебя уже выработалась своя рутина ежедневная, нету беготни вот этого хаоса из-за турниров. Ты живешь такой размеренной, спокойной жизнью. И поэтому не хочется уезжать. Но с другой стороны, очень хочется уже играть, хочется на турнир скорее. Готовы? Поехали. Теннис. Какая сейчас мотивация у Анастасии Потаповой? Ты в 30-ке, ну такая благополучная среда, есть уже титулы, ты их выиграла, 2, да, в одиночке. Вроде бы и живешь хорошо, но что сейчас тебе нужно для полного именно спортивного счастья? У меня, в принципе, всегда было понимание не только в теннисе, а в жизни либо все, либо ничего. И действительно, да, сейчас вроде бы стабильность есть, находиться в 30-ке, это не так плохо, это хороший результат, турниры выигрывала тоже. Но, наверное, это не те цели, что изначально я для себя когда-то ставила и о них мечтала. А цели они какие были? Всегда больше и лучше. Ну вот конкретно, это выиграть шлем, я не знаю, выиграть шлем, закрепиться в десятке, стать первой ракеткой мира. У меня всегда они были высокими. И, может быть, кто-то скажет, что это что-то из какого-то нереального. Я так не считаю. Поэтому действительно голод присутствует из-за того, что именно главные гештальты свои я пока что не закрыла. Знаешь, что смешно? Тебе 23 года, то есть ты, ну, по меркам жизненным очень юная девушка. Но из-за того, что ты в теннис играешь много-много лет, да, ты сама шутила, что многие говорят, что тебе уже там ближе к 30. Да. И знакомы мы с тобой давно, но ты, по сути, в плане возраста, ну, чуть ли не в начале пути, ну, можно так говорить. У тебя еще так, длинная года карьера. Это очень маленький возраст еще для, дай бог, для тенниса. Вот не было такого момента, когда теннис, вот он вот здесь, вот, Да, вот конечно, настолько уже надоело. 22-й год, когда я настолько устала психологически находиться в туре, я думаю, что еще постковидное время подбило меня немного из-за того, что на турнирах были постоянные баблы, вот эти, которые ты не можешь выйти из отеля, тебе никуда нельзя, постоянные маски, тесты, и ты находишься буквально полгода в тюрьме. После этого, я помню прекрасно, я приехала в Чарльстон. Я, кстати, до сих пор с того года сказала, что больше никогда не поеду на этот турнир. Не потому, что он какой-то плохой, а вот ассоциация, видимо, состояния моего на тот момент. Мне настолько было плохо, настолько одиноко и тяжело, что я снялась с турнира. То есть ты из-за ментальных проблем не смогла там играть? Я не вышла на матч, я извинилась перед командой.
Я сказала, что, ребят, я уже, ну, правда, не могу. Я помню, я плакала постоянно. С кем ты тогда работала? Я работала с британцем Сьеном Хьюзом. У нас были с ним довольно хорошие отношения, Взрослый человек, взрослый Он тренер. меня прекрасно понял. Также со мной там находился спарринг мой, который я до сих пор с ним работаю. Меня все поняли, естественно, потому что действительно 6 месяцев как бы быть в такой обстановке, в этом бабле, это не каждый сможет. И в тот момент появлялись мысли, что зачем оно мне все надо. Мне настолько одиноко, настолько плохо и грустно, что я больше не хочу играть и брать ракетку в руки. И с кем ты об этом делилась? Ты говорила? Ни с кем. Где-то месяца 3-4 я находилась в этом состоянии, продолжала играть, но без абсолютного желания, старания, мотивации. Я все проигрывала. После американского сезона я сказала своему агенту Александру, что я даю себе последние полгода. В то время было много так от меня надежд, и все так все ждали, что вот я сейчас выиграю шлем в 20 лет, стану первой ракеткой мира. Но не то, что шлем я не выиграла, я турнир просто выиграть не могла. И я сама была уверена и чувствовала то, что я могу, у меня есть уровень, который позволит мне даже в 20 лет выиграть 250 турнир. И я доказала это тем, что была и в финалах, была близко, но не выигрывала. Плюсом я затопталась в рейтинге немного. Я очень долго стояла 70, там, 60, 80, болталась туда-сюда. И не могла совершить этот рывок выше, да, там, в 50 войти, в 20, в 30. И я не понимала, из-за чего, потому что я так старалась, но что-то вот пазл не сходился, что-то было не так. И я приезжаю в Валенсию, тогда это была академия, где занимался Игорь Андреев, и мы начали работать с ним в тот момент. Тренируюсь там абсолютно в спокойном режиме. Не могу сказать, что прям супер как-то сфокусирована на теннисе. Валенсия, очень красивый город. Каждый день хожу гулять, там, тренируюсь, гуляю, расслабляюсь. То есть живу такой спортивно обычной жизнью. И мы вылетаем в Стамбул, куда я очень не хотела ехать. Я говорила, я так не хочу, я там один раз уже была за год до, там постоянно отвратительная погода, там идет снег буквально еще в это время, и вы играете на улице, когда идет снег. И я говорю, я очень хотела слиться, но я не знаю, уже придумать, я не знаю, я заболела, пожалуйста, давайте не поедем в этот Стамбул. На что мне Игорь говорит, нет, поехали, надо играть. Ты уже как бы месяц в Америке мы сбор сделали, сейчас 2 недели в Валенсии. Что сидеть, поехали уже играть. Говорю, ну ладно, и мы летим, я еще в квале, там, я как раз опустилась ниже некуда. То есть я опустилась за 100. Для меня это как бы ниже некуда. Я не опускалась за 100 на протяжении всей карьеры, и для меня это был такой удар на самом деле. Ну, я приезжаю на 250 в квал, холодно, голодно, снег, дождь, ставят последним запуском, еще холоднее, играю в ночи на каком-то 38-м корте, нету света, я ничего не вижу, у меня плохое зрение, я ругаюсь. Но первый матч, если честно, я думаю, он стал переворотом, потому что, наверное, хуже еще в своей жизни я не играла никогда. И мое поведение на этом матче, это это было шоу. Я там со всеми ругаюсь, с Игорем ругаюсь, с Александром ругаюсь, с Яной Сизиковой, с подругой моей, она меня поддерживает, ругаюсь. Чуть ли не плачу на корте, ломаю ракетки. У меня прям истерика какая-то происходит. Такое ощущение, что в тот момент из меня решили все демоны вот выйти. Но каким-то боком я переворачиваю матч и выигрываю. Там в 3 сетах еле-еле выхожу с корта и говорю Игорю, это мой последний турнир, я больше так не могу. Ну, мне никто ничего не сказал. На следующий день я играю опять в квале за выход в основу.
И как будто бы уже лучше как бы становится. Я уже и не ругаюсь, и вроде и получается лучше. Выхожу в основу, как обычно, у меня ужасная сетка. У меня там на пути по турниру я сыграла со всеми топ-30 игроками. Например, Петра Марсич, Сариба Торма. Все мы знаем, что на грунте с ней невозможно Перебегать играть. ее impossible. Ужас какой-то. Путинцева Юля, Кудерметова Вероника. Это финал уже был. И я в 2 сетах обыгрываю Веронику, выигрываю турнир еще, и после этого у меня прям меняется мысль, что, ну, как вот, да, такое как бы возможно, когда ты даешь себе последний действительно шанс, и вот он приходит, ну, как ты его берешь, и все складывается еще. И для меня это стало как бы знаком свыше, что не надо заканчивать. Уходить ты передумала. Да, 100%. Я очень люблю твоего агента Александра Островского. Но я не понимаю, какой уровень терпения есть у этого человека, да? Потому что, ну, по сути, как бы ты еще и бизнес-история для него, да? Он вкладывает и вложил, да, большие деньги. Да, и тут игрок, которого он там с детства ведет, финансово обеспечил, помогал, давай так, да, говорит в 20 лет: я устала, ничего не получается. И вот у меня бы там реакция была: ну, камон. Ну, Александр, у нас с ним на самом деле отношения чуть глубже, чем все думают. Он для меня действительно как второй отец. И мы даже шутим иногда. Даже мы даже не шутим, а напрямую это говорим. Он мне говорит, что ты моя как старшая дочка, первенец мой. И действительно, он знает, что у меня характер не из простых, и что переубедить меня очень трудно, если я приняла решение. Но у него есть качество такое, что он умеет разговаривать. То есть он потихоньку какими-то фактами, разговорами будет стараться поменять как бы твое мнение, даже не то, чтобы поменять его, а сделать так, чтобы ты сама это осознала и изменила мнение. И вот, ну, видимо, на тот момент он действительно видел то, что я сгорела. Что тебе тяжело, да? Я сгорела. И что если он сейчас начнет мне говорить, что там я дурочка и не надо этого делать, это, наверное, только ускорит как бы сам процесс и отвернет меня от него, потому что, блин, я от тебя открылась, мне так плохо, а ты мне говоришь, что вот я такая дура, и что... Я столько в тебя вложил, ну-ка иди играй. Я фигню такую думаю. То есть я к тому, что ты никогда не чувствовала от него вот этой истории, я тебе дал такой вот бюджет, ну, камон, ты мне должна. Никогда в жизни такого нет. Это потому что он какой-то особенный человек, либо просто у вас сложились такие отношения? Вообще, из-за того, что Александра я знаю действительно уже довольно долго, почти 15 лет, и действительно близко. И я видела разные ситуации в жизни у Александра в том числе. И я могу смело сказать, что Александр, наверное, один из самых порядочных людей, которые я когда-либо встречала в своей жизни. Ты знаешь, что в туре не верят в эту историю? Ну как в туре? То есть, в принципе, агенты — это люди, которые на вас зарабатывают. Да, но в чем их бизнес? Они делают деньги, по сути, из воздуха, из того, что вы зарабатываете. Да. Им важно вас хорошо продать. И чем лучше вы играете, тем больше они могут заработать. Конечно. Поэтому встречаются разные абсолютно персонажи. У Александра никогда не было мотивации заработать побольше денег за счет кого-то. Но вот это звучит неправдоподобно. Я тебя не пытаюсь сейчас заставить. Я понимаю, но, наверное, это из-за того, что все-таки теннис защищать? Для него это больше хобби. И это не... Он это очень любит, это его жизнь, но это его не основная жизнь. Все прекрасно знают, что он занимается чуть-чуть другими делами. И для него теннис это, наверное, вот как можно сказать, для сердца, для души. И поэтому он и относится к этой
можно сказать, работе, к этому делу с душой, с чистой душой. Он никогда меня не осуждал. И То есть ты можешь с ним быть настоящей, настоящий, говорить свои полностью мысли, не скрывать их. И я знаю, что меня не осудят, и, может быть, помогут разобраться в этом, либо просто помогут в чем-то. Вот он приедет, и ему не надо говорить, ой, как мне плохо, он просто посмотрит на меня и скажет, да, тебе плохо. Я вижу, не надо мне говорить там, что, почему, как, он все это знает. Но в ваших отношениях все равно есть финансы, да, и то, что тебе Александр помогал, вот не было никогда такой мысли, что ты должна эти деньги отбить, отдать? Нет, никогда не было. И меня спрашивали раньше эти вопросы, никогда такого не было, наверное, просто из-за того, что главной целью для меня были победы. Все, что я думала, это о теннисе. И, наверное, опять же, мои родители, они очень грамотные люди, они меня от этого ограждали. Я не знаю, никогда никогда я не ощущала на себе этого давления. Что ты должна играть в теннис, чтобы заработать бабки, Нет, да? мне сразу сказали то, что мне мама всегда как бы тоже говорила, если ты несчастлива, играя в теннис, не надо. То есть никогда такого не было, что вот меня вот заставляли, говорили, нет, ты должна. Нет, для моих как бы родителей и вообще для окружения моего, даже для Александра, я в этом уверена, для них важнее, чтобы я просто была счастливой и устаканившейся личностью. А как тогда быть? То есть, по сути, условно, ну, к примеру, если ты захочешь поменять агентство, ну, к примеру, Да. ты же не сможешь уйти. Вас связывает очень много всего. Ты, насколько я понимаю, Александр говорил это нам в эфире «Больше Take», да, что ты, расплатилась, скажем так, да, окупила свою карьеру, ужасное слово, как на рынке, но тем не менее, если так цинично подходить. Ну, если прямым. Но вот ты захочешь уйти или работать вообще без агента, вас связывает слишком много вот этих корней. Ты сможешь подойти и сказать, там, Саш, вы знаете, Мне кажется, то, что я на данный момент я даже не рассматриваю это вариант понятно. такой. У меня даже нету таких мыслей, но, наверное, это жизнь, и все может случиться, да. Но я уверена в одном, что даже если в какой-то момент мы прекратим профессиональное сотрудничество с Александром, мы все равно останемся семьей. То есть это больше, чем работа, это больше, чем, я не знаю, агентство, это больше, чем там теннис. Мы близкие друг другу люди. А к тебе подходили представители крупных достаточно агентств? Я сейчас не прошу называть имена их Нет, на самом деле не скрываю. компании. Подходили даже не ко мне, помню, подходили к Александру. Интересовался и IMG, и шведское агентство. Очень много кто... А что хотели у него узнать? Сколько стоит тебя отпустить? Можно ли, да, там подписать контракт с Настей. Я даже помню, ситуация была, мне, наверное, было лет 14-15, IMG хотела меня забрать к себе, и Александр даже в тот момент, он подошел ко мне и сказал, Настя, так и так, IMG хочет подписать тебя, это будет твой выбор, вот тебе информация, Молодец. Думай. Но я даже не думала, я никогда не хотела, как сказать, никогда это неправильное слово, но, наверное, будет правильнее сказать, я никогда не рассматривала закончить работу с Александром. Меня все устраивало. У меня были хорошие контракты, они до сих пор есть. У Александра есть офигенное качество. Он бизнесмен изначально. Он умеет разговаривать, он умеет договариваться, вести переговоры. Поэтому это что может быть лучше для выбивки более лучшего контракта для кого-то там. Помню тебя по юниорам,
ярче звезды по твоему возрасту я не припомню. Ты с тренером, со спаррингом, Я вообще по всем турнирам, полный фарш. полный. Да, там Слушай. мама тоже плюс-минус рядом. Ну вот как-то вот счастливый ребенок, счастливая девочка. Да. Ну не каждый 14-летний Не, ну, ребенок конечно. может себе, во-первых, такое позволить, Да. во-вторых, чтобы вот полноценная профессиональная команда была. Без этих людей рядом получилась бы теннисистка профессиональная Анастасия Потапова. Трудно сейчас ответить на этот вопрос. То есть обязательно ли это настройки для вот того, чтобы стать топовым игроком? Наверное, что-то из этого было не обязательно. Например? Ну давай прям вот Спарринга зачем? руководство к возить? действию. Да, я Спарринг думаю, лично спарринг нет. лично, ну, в 14 лет зачем? Как бы он-то и сейчас, в принципе, на постоянке не особо нужен. В 14 лет, зачем? Но тогда у нас была цель, у нас была картинка. Такая Как это должно быть? красивая картинка. Мы, естественно, мы же никогда же не смотрели на игроков, кто стоит за 100. Мы смотрели на Федерера, мы смотрели на Надаля, на Джоковича, на Шарапову Машу. Говорили, блин, вот если у них такая команда, а если мы такую же сделаем, может быть, тоже что-то произойдет. И мы вот всегда равнялись на лучших. Но, конечно, сейчас, уже когда я прошла этот путь с юниоров в профессиональный тур, я, конечно, осознаю, что какие-то траты были просто, смешны. Не надо было их делать. Но с другой стороны, дало же результат. Дало. Я же стала профессиональным уже игроком. Турниры выиграла. А вот ожидания от взрослого тура уже после юниорской карьеры, блестящие абсолютно, они какие были? Было разочарование сначала, потому что по юниорам я последние 2 года, когда доигрывала уже, я забыла, что такое проигрыш. Но я выигрывала все турниры. Первой ракеткой была 2 года, при этом 2-й год я не играла ни одного турнира, и я до конца года оставалась первой ракеткой, потому что я выигрывала все. Запас был У огромный, меня да? был просто такой колоссальный запас. Там уже шутили люди, что, Настя, ты не играешь уже полгода, ты все еще первая стоишь. Говорю, что такое? Говорю, да. А потом, естественно, переход во взрослый тур, там уже девочки другие, более физические. Я все-таки, когда играла по юниорам, я была, видимо, более развита. Я никогда не была там супер высокой или супер здоровой, но, видимо, из-за того, что постоянно был процесс и в тренажерном зале, и на корте, все-таки я считаю, что физически я была развита лучше, чем мои соперницы, хоть они и были всегда старше меня на 2-3 года. Просто, опять же, из-за того, что мы количеством брали команды. Много матчей я выигрывала из-за того, что просто со мной по скорости никто не успевал. Действительно, у меня быстрый теннис, атакующий, и по юниорам, наверное, это ощущается. Но когда я ушла во взрослый теннис, там моя скорость для них не то что смешная, но это была просто не проблемой. И вот тогда я столкнулась в первый раз с тем, что я не знала, как выигрывать матчи. То есть вроде бы все есть, бью сильно, но там уже этого недостаточно. Тут уже нужны тактические вещи, разнообразие в игре. И вот тогда мы, наверное, лет в 16-17 начали работать над уже тактическими вещами, над немного изменением стиля моей игры, чтобы я не только играла в атакующий теннис, чтобы я могла там и свечками тоже поиграть, где-то просто поднять мячик. В общем, разнообразие. И вот первый год, мне просто давали по шапке. Еще была проблема в том, что мне было 16 лет, я как бы уже и по юниорам не играю, нету смысла. И уже по взрослым стою в 100. А лимит до сих пор есть, и я не могла играть больше, чем там 12 турниров в году, 14, я уже не помню. Это ужасное время, на самом деле, потому что буквально мой год, он выглядел таким образом, что я готовлюсь 3 недели к турниру одному, приезжаю на турнир, мне дают по шапке, я проигрываю там в первом круге, и еду домой, опять готовлюсь 3 недели, и все заново. Oh, great play. Three in a row.
Слушай, ну этот сезон, который завершился, вообще такой специфический для тебя. Это прям, Да. ну, американские горки. Полные. Давай так, за что ты можешь этому сезону сказать спасибо? За опыт. М. Я Ну, действительно... это такой общий ответ, на самом деле, опыт. Он общий, но это одно из самых главных, как сказать, приобретений в этом году. По поводу рейтинга и результатов в этом году, на самом деле, я знала, что этот год будет очень тяжелым в плане и психологии, и физически, потому что 2023 год для меня стал таким, наконец-то я прорвалась, да, там стало 21-й. Второй титул ты выиграла. Второй титул выиграла, хорошие результаты, да, там на мастерсах глубоко прохожу. Прям вроде бы вот он, да, вот все, прорыв случился, надо продолжать. Но чуть-чуть там не хватило времени, где-то небольшие как бы травмы, но уже появилось ощущение, что я могу, Я всё, как бы, хороша, я давай хороша, так. да, я могу. И, к сожалению, после таких прорывов следующий год, он всегда труднее. Когда это все надо подтверждать, когда вот это вот давление небольшое. И на самом деле я горжусь собой, то, что я не опустилась так сильно, я потеряла там буквально 10 позиций, что да, может быть, это много, но черт, там в 30-ке тоже надо стоять. Но с другой стороны, набравшись в этом году всего вот этого опыта, вне корта, на корте, я знаю сейчас, что следующий год, может быть, действительно может стать самым лучшим. Потому что мне пришло и спокойствие, и умиротворение, я познала этот мир. Это то, что у нас на корте происходит. А что у нас происходило за пределами корта? Как ты себя сейчас чувствуешь? Вот это умиротворение, оно к тебе пришло и связано с разводом или как? Как бы это бы ни звучало, но, скорее всего, да. Это связано. Действительно, да, на конец года были приняты колоссально шокирующие решения. Но, как я и сказала ранее, что, наверное, это жизнь. И, к сожалению, происходит такое. Это надо принять. Я не знаю. Конечно, очень обидно, что все случилось так, как случилось. Но я действительно, да, там желаю Саше, да, я могу это сказать там на камеру, я не стесняюсь этих слов, то, что я желаю ему лучшего. Он достоин всего самого лучшего. Желаю ему огромной удачи в его карьере, потому что действительно он талантливый парень, и ему надо продолжать работать и развиваться дальше как игрок. Но, наверное, у нас были те проблемы, которые, как сказать правильно, что некоторые пары их проходят, а некоторые нет. И вот, к сожалению, мы стали одной из тех пар, кто не прошли эти проблемы. Это связано с вашим возрастом, то, что вы юные, по сути, или нет? Я больше склоняюсь, что, наверное, все-таки с возрастом, да. И... Все остро, да, так воспринимается? Конечно, все воспринимается острее, чем, да, там, наверное, позже. И даже сейчас я смотрю на какие-то моменты, когда мне казалось, что это взрыв мозга, уже прошло время, да, там все устаканилось. Я понимаю то, что можно, наверное, было и не так эмоционально ко всему этому типа относиться. не так все критично. Да, но, наверное, это было вынужденное и правильное решение, и я уверена, то, что нам обоим от этого будет только лучше. Как ты играла в теннис в такие Очень моменты? тяжело. То есть развод — это вообще, когда люди расстаются, да? Вот слово развод идиотское какое-то. Просто когда люди уходят, да, друг от друга, расстаются. Это зачастую длительный такой процесс. То есть они там выяснят отношения, ля-ля-ля, приходят к этому много решению. выясняли отношения. Вот. Но, окей, вы не в офисе работаете, вы турниры играете. Как в этот момент, когда у тебя там буря такая внутри, на корт выходить? Я вот горжусь, поэтому еще раз возвращаясь, я сказала про опыт. Ты вот про это имела в виду? Да, что я горжусь тем, насколько я доказала самой себе и окружающим, кто был в тот момент рядом, как бы, кто это все видел изнутри,
потому что все-таки, я думаю, все шокировались этим решением, потому что никто не видел снаружи, что происходит. Но моя там команда, мои близкие, все были шокированы тем, да и я сама, какой сильной внутри я могу быть. И я прям горжусь этим, что несмотря ни на что, я собрала там последние нервные клетки в кулак и выходила и играла матчи. И еще не так плохо, да, вот я про это и говорю, то что, да, может быть, мой этот год был не настолько успешен, как прошлый, но учитывая все факты, этот год мне дал намного больше, чем какой-либо сезон в моей жизни. После Саши, понятно, кто второй человек узнал, что вы расходитесь? Мама? Мама. Да. Что мама я, говорит? наверное, по этой причине возила много в этом году свою маму. Мне нужна была поддержка, и я благодарна ей за это безумно. У меня, еще раз скажу, у меня потрясающие родители, которые принимают меня такой, какая я есть. И принимаю, да, в первую очередь? Да. Они никогда меня не осуждают про мои выборы. Свадьба? Ну, сыграем свадьбу. Разводишься? Грустно, больно, но... Чем помочь, да? Да, чем помочь, да. То есть никогда никто меня не осуждал. Мама, на самом деле, да, там хорошие отношения с Сашей были. Я надеюсь, что и до сих пор они остались. Вот, и мама поддерживала, на самом деле, и меня, и Сашу, работала на два фронта, но я не осуждаю, я, наоборот, говорю спасибо за это, но... Да, и потом, конечно, там друзья мои узнали, и, к сожалению, мы живем в таком мире, то, что очень трудно что-то скрыть. Вот тебе пришлось это анонсировать. Вот ты не жалеешь, в принципе, что достаточно яркая такая громкая свадьба была, и, соответственно, приходилось публично потом рассказывать людям, хотя, ну, честно, никого это касаться не должно. Это твоя история, это история твоего бывшего супруга, но нужно держать лицо, выходить и писать, типа, ребят, вы знаете, я тут хотела вам сообщить. Да, ну, на самом деле, сообщила я намного позже, после развода. Все-таки документы мы подали в сентябре, сразу после US Open. А сообщила я только вот буквально не так давно. Я специально этого не делала. У нас была договоренность с Сашей не делать это до окончания сезона, чтобы не было вопросов. Не было вопросов, чтобы нас на данный момент оставили, потому что все равно, даже если мы это не анонсировали, да, там уже в СМИ писали то, что мы расстались, что мы там... Вообще следят за вашими социальными сетями. Это ужасно, на самом деле, это ничего невозможно скрыть. Потому что вы, когда счастливы, хотите вообще, в принципе, человек, когда счастлив, он хочет поделиться этим. Я поменяла свое мнение на этот счет. Я свои отношения, я не буду их скрывать, конечно же, но я не буду о них высказываться, потому что это было для меня уроком. Каждый второй подходил и спрашивал: а вы что, расстались? Из тура? Из тура, извне тура. Это некорректно, но это жизнь, и людям-то интересно. Люди питаются чужой жизнью, к сожалению. Сериал это смотрели. Сериал для них, конечно. Ну и, наверное, для меня внутри я уже хотела официальную поставить точку для всех, чтобы, наверное, чтобы не спрашивали больше вопросы. И, наверное, это был как такой последний этап освобождения для меня в голове, что все, я об этом сказала, и вот все, как бы дело сделано, даже если мы уже и были разведены. Но все равно, да, там никто этого не знал, это знало там 3 человека. И для меня это вот как вот был последней стадии, чтобы отпустить это раз и навсегда. Саша Островский помогал тебе в этом нелегком пути? Я, если честно, не могу сказать то, что я нуждалась в какой-то экстра поддержке в этот момент. У меня были люди рядом со мной, кто меня поддерживал, кто поддерживает меня по сей день. На самом деле Саша про развод узнал, когда я прилетела в Москву с Нью-Йорка.
я подала документы. И у Саши, и госуслуги, это же все делается довольно легко у нас в России. И госуслуги у меня привязаны к нашей корпоративной рабочей почте. И тут Саш приходит письмо. Он такой скриншот мне скидывает. Я говорю, ну, Да, сейчас наберу тебя. понятно. И Да. поделилась Ну, уже. да, и ну ничего, Саша спокойно к этому отнесся, потому что, может быть, из-за того, что он сам прошел через это. Сейчас я смотрю на все это как на колоссальный опыт. Сейчас я абсолютно знаю, какие следующие отношения мне нужны и как они должны выглядеть. Ну, ты девушка у нас непростая. Тебе нужно соответствовать. Непростая в каком плане? Сильная очень. Тебя, мне кажется... я сильный человек, и меня этот год сделал еще сильнее. А человек из тенниса может быть? Потому что вот в моей голове как-то очень плохо укладывается два профессиональных теннисиста молодых, да? У вас... Молодых. Да, у вас развивающиеся карьеры. Я очень помню хорошо главу Маши Шараповой, где она рассказывала про свои отношения. Она говорила о том, что когда вы встречаетесь с двумя спортсменами высокого уровня вместе, для тебя это твой самый счастливый момент, потому что у тебя там финал, не знаю, Уимблдона, крупного турнира, а он в этот момент находится у тебя в боксе только потому, что он проиграл. И для него это как бы самый сложный период. Это и звучит эгоистично. Вот. И вы большие эгоцентрики, ну, теннисисты в Лично я целом. Ты считаешь себя эгоистом? Нет. Не считаю эгоистом вообще. И у меня даже нету маленького процента в моем это характере. А вот это интересно, давай про это поговорим. Я привыкла, что вы игроки, эгоцентрики, потому что вид спорта такой, вокруг вас команда, все крутится во время карьеры вокруг вас, машины заказывают, корты, у меня сегодня плохое настроение, будет такая Никто вот тренировка. со мной не разговаривает. Да, после матча мне сегодня нужно поговорить, а потом мне не нужно. Но мы сейчас говорим про окружение, Да. а не про Отношения. твоего там мужчину. Понятно, то есть ты в отношениях Я очень и на умею корте другая. разделять. Понятно. У меня есть это качество, у меня даже есть это качество в любых сферах жизни. Я умею разделять, да, там работу и отношения. Ты можешь быть на корте центром вселенной, да? Твоя команда, Да. вот, я хочу, Да. чтобы было так, и она, значит, эта команда будет работать. Да, Но когда ты в отношениях, ты совершенно другой человек. совершенно другой, и для меня очень важно, я научилась это делать, для меня очень важно в отношениях разговаривать и приходить к компромиссам. Невозможно, чтобы построили вы как бы отношения, если ты хочешь быть эпицентром в них. Это же все равно два человека. Для меня как бы отношения — это партнерство. Вы партнеры, вы не мама с ребенком, да, вы партнеры. И чтобы это партнерство работало, вы должны быть друг для друга, да, как бы это бы не звучало. А если ты хочешь быть эпицентром вселенной и плевать, что ты думаешь или что ты хочешь, Так не работает. для меня нет. И я никогда себя... Я, в принципе, люблю быть в эпицентре вселенной. Я этого не скрываю. И в любой компании, да, там, я там... Настя звезда. Ну, это правда так. Но в отношениях я считаю, что это приведет прям к краху, и ничего не получится. Тогда как быть? Отношения с теннисистом, они возможны? Кто знает, Кто знает? я не знаю. Может быть и возможно. А вот эта история, что сегодня это твой самый счастливый день, а для партнера это самый сложный день из-за того, что он там проиграл, и именно поэтому он находится на твоем матче, это работает для тебя или нет? Я не могу сказать за него. Я про тебя спрашиваю. А если это он играет финал, а я не играю и сижу в боксе, потому что проиграла вчера, для меня это самый счастливый день. И я за своего партнера, грубо говоря, радуюсь даже, больше, чем за себя. И даже если, и в любых сферах, даже если он проигрывает, я чуть ли не плачу. То есть я действительно очень, как сказать... Эмпатично. Эмпатично. Я люблю поддерживать на 100%, и я делаю это искренне. Я не делаю это потому что
так надо делать. Я на самом деле там, в глубине души я там расстроена, что вот он финал играет, а я проиграла, я лох. Нет. Если мы вместе, то любой результат – это наш результат. And that will do it. Oh, a punishing rally. This is the happiest day of my life at the moment. I've been waiting for this so long. I've been working hard to be in this final, to win this final, and yeah, I'm definitely the happiest now. Я обратила внимание, что Настя Потапова за этот год стала прям на порядок меньше. Ты прям, схуднула прилично. Это связано с нервами, с тем, что ты перестраиваешь как раз физическую свою вот эту подготовку, либо еще что-то третье? Это связано с двумя вещами. С тем, что я сильно нервничала в этом году, и я тот тип людей, кто когда нервничает, не спит, не ест. И я прям просто сдуваюсь. Ну и второй момент, наверное, с возрастом я становлюсь больше похожа на маму. У меня мама 1,85 м и весит 55 кг. И при этом, я уверяю, она очень много, она ест больше, чем папа, в разы. И я ловлю себя на мысли, да, мне многие говорят, что уже надо даже немножко поправиться, что это слишком худенькая для тенниса. В жизни все очень супер, но меня вот беспокоит мы же говорим про профессиональную теннис. сторону. Да. Есть ли силы бить по мячу? Сила есть. И что самое интересное, мне это никак не мешает. Я не знаю, станет ли лучше, если я поправлюсь, но, опять же, схуднула я довольно уже давно, да, там еще в том году даже. А результаты, они есть. Значит, дело, я думаю, не в весе, а в правильном использовании своей массы тела. Потенциала, да, твоего физического? Да, конечно. Окей. То есть, я на самом деле пыталась поправиться, я не могу. Именно набрать мышечную массу или что-то? Да, хотя просто поправиться. То есть у меня были и моменты, на самом деле это удивительно. Когда я сейчас была на отдыхе, я реально не отказывала себе ни в чем. Я ела очень много, очень неправильно, много ела, могла даже пиво выпить. То есть, максимально неспортивный образ жизни, который обычно люди после отдыха приезжают с пузом 3 килограмма точно набрали. Я приезжаю домой спустя 2 недели, встаю на весы, у меня минус 3 килограмма. Как такое бывает? У меня всегда так. Как только я заканчиваю играть в теннис, у меня очень быстро уходят мышцы. Понятно. Очень быстро. И я прям вообще сдуваюсь. Я смотрела фотографии недавно сейчас с отпуска. Я такая худая. Сейчас я уже немного поправилась, если можно так сказать. Ахиллесова пята Анастасии Потаповой в теннисном плане. Давай 3 пункта назовем. Подача. Ее нестабильность или что ты имеешь в виду? виду? Ее нестабильность и непонятность. Вот когда день на день. То есть ты не можешь на нее положиться? Не могу. То есть я могу выйти на матч и отдавать шикарно просто. А могу выйти на следующий день, и я не чувствую подачу. Ни тайминга, ни ритма, ни удара, ничего. Ее нужно менять технически? Я думаю, что да. Мы над этим уже работали и сейчас продолжаем работать. Либо здесь больше головы? Я думаю, что это психологический еще момент. Потому что когда ты находишься под нагрузкой в матче и под давлением, то рвется там, где тонко. Понятно. А подача тонко там, где подача. И, наверное, у всех есть такие моменты. Наверное, конечно, надо работать над подачей, но еще также надо работать и над головой в момент давления. Так, хорошо. Значит, с подачей мы определились. Да. Что еще? Еще это то, что я играю недостаточно вариативно. Я считаю, то, что мне может помочь, то, что я буду укорачивать.
добавить элемент в мою игру, больше резать и ходить к сетке, потому что это удивительно. Я люблю играть в паре, и я обожаю играть с лёта. Я действительно хорошо играю с лёта. Что в одиночке тогда происходит? Наверное, это недоверие, потому что я предпочитаю и доверяю больше своим ударам на задней линии, и предпочту ударить посильнее с задней линии и забить, чем пойду вперед, и там как будто мне кажется, что 50-50. Не знаю, но это надо менять, и мы над этим сейчас тоже много работали. Постараюсь в новом сезоне использовать это чаще, прям с первых матчей. Так, подача, вариативность. Подача, вариативность, и я все-таки думаю, что передвижение. Ты должна быть еще быстрее. Еще быстрее. Я не могу сказать, что я медленно двигаюсь. Я действительно двигаюсь быстро, но как будто бы я уверена, что я могу в этом элементе добавить еще больше. Тем более, если учитывать то, что, как ты сказала, что я похудела и что я недостаточно там большая, у меня есть эта легкость. И почему бы ее бы не использовать на 120%? Сейчас в современном теннисе могут такие игроки, как ты, не бьющие, скажем, играть и противопоставить таким мощным спортсменкам, как та же Арина Соболенко? Я думаю, что да. То есть вы можете их перебегать, перетащить. Да. Это конкурентоспособная схема? Это труднее. Конечно, проще подать подачу 220 в час и забить со второго мяча в линию. Это проще. Но как раз вопрос в передвижении. А если ты не дашь забить себе со второго там мяча и попросишь сыграть как минимум еще 5 таких мячей? Будут вопросы и проблемы уже у соперницы твоей. Да. Сможешь ли ты это сделать на протяжении 2 сетов? Или, может быть, 2 геймов только? Или, может быть, 1 сета? Если сможешь, то, может быть, это твой день. Но, как показывает практика и мой опыт, то, что не бывает идеальных матчей. Они бывают пару раз в год, но все остальное это можно зацепиться, навязать борьбу, а там уже непонятно, будешь ли ты настолько уверена в своих ударах, как раньше, или нет. Твои самые сильные стороны? Характер. Я всегда борюсь, я не сдаюсь. А вот с этим рождаются? Мне всегда было интересно. Я думаю, да. Я с детства, мое первое слово, я сама. Да, сама. Ни мама, ни папа, ни баба, сама. Боремся, тащим до последнего, да, пока там могу бегать, буду бегать. Вот. Второе качество это то, что, удар слева. Я считаю то, что я действительно обладаю хорошим чувством этого удара и я ему доверяю. И в самый плохой день это единственный удар, который я не сомневаюсь, что хотя бы удар слева будет сегодня работать. Третий момент, как бы это бы ни звучало, наверное, моя психологическая составляющая. Я люблю даже находиться под давлением. Чем хуже, тем лучше. Да. А в жизни так же? Да, я самомазохист. Нет, наверное, не так же, чуть-чуть по-другому. Я вообще полюбила спокойствие, когда все понятно, все спокойно. Но на корте именно, чем хуже обстановка моя. То есть болеть нужно против тебя? Болеть надо только против меня, конечно. Меня это очень сильно подстегивает. Еще чтобы соперница была прям сучка редкостная, да? Да, то есть некоторые девчонки боятся выходить против своих врагов, так называемых, как можно, если так можно назвать. Можно назвать. И они трясутся, они такие, я боюсь с ней играть, а вдруг я проиграю. Нет, я обожаю такие матчи, я люблю такие схватки, такие битвы. Сама на это наткнулась. Кто главный враг тогда Анастасии Потаповой на корте? Я знала, что тебя это смутит, эта формулировка. Да. Соперница, которая... Давай, все такие политкорректные сейчас. Соперница, которая вызывает максимальный градус эмоций. Если честно, я настолько отдаленный человек от тура в плане общения со всеми.
Но ты только с Яной Сизиковой Я только с дружишь, и то Янкой. Яна играет это моя пару. сестра, это семья, Да, это уже да. наши родители близко давно общаются. Вы как бы не пересекаетесь в одиночном туре, у вас ваши дороги идут параллельно, как ты сказал, мне понравилась фраза, Да, но они не параллельно. пересекаются. Да, и пересекаются только тогда, когда мы находимся на одной, как бы с ней, там, В стороне корта. Ага. И в этом случае они становятся еще ближе, наши отношения, из-за того, что мы пытаемся друг другу помочь. Ну, наверное, Коллинз не очень приятно. Потому что с ней камоны, играть. вот это Ну, вот потому все. что это вот, да, вот эта вот истерия на корте излишняя. Ну, тебе уже не 15 лет, зачем оно надо? И опять же, я так спокойно к этому как бы отношусь, потому что мне приятнее смотреть на такую истерию, чем на какое-то холодное лицо, которое непонятно. Ей вообще есть дело до тенниса, она там проигрывает, выигрывает. Он так есть дело до тенниса? Ну, конечно, есть, это видно, она может и там и покричать. То есть у нее есть эмоции, ты их видишь? Есть, да. Мгм. То есть есть игроки в туре, которые абсолютно безэмоциональны. И это не моя история. Я все-таки люблю наблюдать за экшеном каким-то, за эмоциями. И, наверное, в случае Дэниел это как-то too much, но я все-таки предпочту истерию такую и агонию, чем вот покерфейс и как бы... Я очень люблю Настю Павлюченкову, она рассказывала историю с Слоун Стивенс, когда ее Слоун назвала fucking bitch, да. но теперь они чуть ли не лучшие подружки. Да. Ну, все бывает, мы же еще Что девочки. Вот что с вами происходит на корте? Вот сидит Настя такая, знаешь, с волосиками беленькими, тут заколочка такая, там, не знаю, в беленькой футболочке, а потом выходит на корт и... Fuck you, сюда, ты пошел вон, так оно и ты иди происходит, сюда. да. Что На это корте такое? выходят демоны. Это же правда так. Ну, мы даже Даню Медведева, если возьмем, Андрюху, если возьмем. Ты себя не бьешь. Нет, но я к тому говорю, то, что мы на корте абсолютно другие люди. За кортом это два разных человека, которые ты думаешь, да, там невозможно, да, там я никогда в жизни не сужу человека по поведению на корте, потому что я сама с перчинкой на корте, я могу, да, и сказать, да идите и вы все вместе туда. Ты каждого тренера посылала? Нет. Кого не посылала? Не посылала всех, кроме Игоря Андреева. Понятно. То есть Игорь по полной программе, да, Да, получил? но, наверное, просто из-за того, что у нас настолько близкие отношения с ним, и он действительно стал как семья для меня и для семьи моей, да, что мы перешли просто вот эту грань, и как бы были моменты, когда я позволила себе слишком много, и я извинялась. После уже матча, да? После матча. Ну вот в Стамбуле ты рассказывала, что ты себя некрасиво вела. В Стамбуле отвратительно себя вела. А что ты ему говорила, ты помнишь? Или это вообще это какой-то блэкаут наступает? Иногда он мне говорит какие-то вещи после матча. Он сказал, как ты можешь, да, там мне сказать, иди там в жопу. Было такое даже. И ты помнишь это? Нет. Не помнишь? А в том прикол, я говорю, я тебе не говорила. И потом он мне видео с камер на корте показывает, а просто тишина, и Настя, иди в жопу! Я говорю, ну, было окей. А я не помню, это реально эмоция, это какой-то бьют через край, ты не контролируешь себя вообще. Я в принципе, очень вспыльчивая, и в жизни тоже. Сейчас я научилась как-то управлять этим, и для меня, наверное, лучше промолчать, хотя иногда бывает очень трудно, но раньше это вообще, если я завелась, то я как вулкан просто взрываюсь, я могу наговорить столько обидного, а потом проходит 5 минут, реально, я быстро отхожу, я сижу и думаю, боже, как же мне теперь извиняться, зачем я это сделала? Ну, извиняешься? Да, раньше не умела Сейчас тоже извиняться, сейчас извиняюсь, если действительно ощущаю, что я не права или там борщанула где-то, то нет, я подхожу, я извиняюсь первой, это не проблема. Но признать, что я не права, вот это проблема. Я всегда права. Ну, это не только для тебя, да, нет в принципе, такого, для человека я всегда сложно. права, всегда права. Вы все не правы, а я права. Да, и вот если посмотреть на таких игроков, как Даня, ну,
не знаю, я уверена, то, что это просто эмоция, это такое большое желание выиграть, что ты начинаешь злиться, особенно если ты не выигрываешь в моменте. Как так? Я так хочу, я так стараюсь, и я все равно проигрываю. И, естественно, раздражение начинает тебя бесить абсолютно все. Все и все. Раздевалку ты крушила когда-нибудь? Нет, никогда такого не было. Было, что после матча сломала просто ракетки. Уже когда никто не видел? Нет, и просто в мусорку так положила, и все. Но чтобы там что-то крушить, ну нет, я вот еще раз говорю, я никогда не теряю голову после проигрышей. У меня было, за всю карьеру, наверное, реально пару раз, когда я настолько сильно плакала, что у меня прям вот истерика. Я не могла аж вдохнуть воздуха, потому что я просто плакала и плакала, прям, истерия такая. А вот у тебя в такие моменты, что с тобой нужно делать в такие Ничего, моменты? если кто-то подойдет, я прям скажу: отвалите, оставьте меня. То есть ты должна одна прорыдаться? Да, я должна прорыдаться просто одна. Либо максимум, что я позволяю делать, и Яна. Это Яна единственный человек, на самом деле, который не боится в эти моменты ко мне подойти. И все, что... И даже если я ей говорю, а я могу сказать: Ян, уйди, что, в принципе, да, звучит грубо для лучшей подруги, но мы все понимаем, да, что это эмоции. И она просто сидит, ждет, пока вот я нарыдаюсь, потом мы смотрим друг на друга, и, она говорит свое мнение. На самом деле, Яна в теннисе помогает мне тоже, у нее хорошее видение игры и ситуации, в общем, и она знает и меня, и всю мою команду, и у нее независимое мнение, и она его говорит просто из-за того, что ей хочется сделать мне лучше. И иногда, и за что ценю еще, она всегда говорит правду. Как бы это бы не звучало бы иногда больно, как бы не было бы мне приятно, вот ей все равно. Вот она скажет, как есть, а ты там дальше думай, как хочешь. Что из последнего она такого говорила, вещь, которая прям попадала точно в яблочко? Ну вот и мне сейчас пришло на ум ситуация в Пекине, когда я играла пару с Путинцевой, Юлей, и Янка пришла на матч и сидела с моей мамой. И мы что-то проиграли на тайбрейке 14-12 в третьем сете. И я так хорошо играла, и что-то я там высказала, что то ли судья ошибся где-то. Вот, и мне как-то показалось, что эта ошибка стала колоссальной. И завела себя, да? Да, и я была такой злой, когда вышла с матча, и вот я помню, мы идем обратно в раздевалку, мама, я и Яна, и вот я вот злюсь и говорю вот маме, Яне, что вот как так, судья ошибся, это изменило ход матча, и я прям просто на эмоциях. И тут Яна мне говорит: а то, что ты 3 мяча в забор приняла на решающих, это типа не изменило ход матча? И мама так у меня смотрит, и я говорю: Ян, типа, при чем здесь это? Я говорю: в смысле при чем? И мы с ней начинаем дебаты вот эти, и мама, как потом мне сказала, я шла чуть просто впереди, а мама с Яной сзади. И мама говорит: прикинь, я даже Янку остановила, просто вот так вот сказала, думаю, ничего себе, какая ты смелая, потому что, мама знает, что после проигрыша мне не надо звонить, писать лучше там пару часов, я наберу, и все, как бы ничего не произошло. Но иногда бывало, что и попадали под горячую руку все. Да, я все равно. Она вот все равно, если она считает, что я не права где-то, и у нее есть свое мнение, она его выскажет. Твой самый большой штраф какой был? Это вообще смешно. Нет у меня каких-то колоссальных штрафов, я действительно не позволяю себе ничего такого, но на US Open в этом году первый круг, тоже спорный момент. Сейчас есть такое правило на шлемах, то, что ты можешь коммуницировать с тренером. Но при том случае, если вы на одной стороне, нельзя показывать вербальные такие знаки, можно только что-то сказать, но не должно приложение быть больше, чем 3 слова. Короче, там вроде да, вроде и нет, и непонятно, да, как бы. И ситуация, я играю с Фернандес, у нас 3-й сет, то ли 3-3 счет, непонятно. И я иду за полотенцем, как раз где сидит моя команда. Вот ровно прям как вот мы сидим с тобой, очень близко. И в этот момент
мне Дориан, мой тренер, что-то говорит. А я настолько настроена, что я беру полотенце и ему просто отвечаю. То есть я даже не слышала, что он мне сказал, я просто говорю, сейчас не надо, типа, мне подсказывать, я очень настроена, прям вообще. Не сбивайте подсказками на данный момент. И тут я слышу от судьи code-violation, типа, коучинг. Я на все это смотрю и просто... У меня злость такая, я говорю, в смысле коучинг? И причем все, кто там сидел, Александр, опять же, Яна, там подруга моя сидела. Коучинг никто, не было коучинга никакого. Но судья показалось, может быть, что мы там ведем диалог. И после матча мне приходят на e-mail, что 7500 или 10 тысяч долларов вот за это я отдала. Ладно, я выиграла матч, хорошо, хотя бы я выиграла матч, и могу себе позволить. Нет ли у тебя ощущения за последние пару, может быть, сезонов, что с каждым годом игроки все больше и больше недовольны теннисной жизнью? Мне кажется, теннисные болельщики в таком смятении небольшом находятся. Вас не устраивают мячи, судьи, календарь. Что вас еще не устраивает? Ветер слишком сильно дует, да, а погоду болельщики... надо контролировать. Да, болельщики слишком долго и громко едят. У нас был гениальный комментарий от болельщика в прошлом году. Я боюсь по комнате ходить во время того, как Андрей Рублев играет. Это гениально. Я было считаю, очень что смешно. некоторые игроки стали слишком нежными, что ли, и капризными. Действительно, есть факторы, которые усложняют нахождение в туре. Но, с другой стороны, у меня бывают моменты тоже, когда я недовольна своей жизнью, я не могу больше быть в туре, но потом ты вспоминаешь, с чего ты начал. Exactly. И ты такой... А я живу прекрасную жизнь. И, наверное, иногда, конечно, стирается эта призма прошлого. Потому что вы в бабле живете, по сути. Да. Ковидная история закончилась, но она не закончилась для нас. Мы действительно живем в своем мире, и это правда непросто. Никакой профессиональный спорт это непросто. Это действительно это большая работа, это большие жертвы. Это давление психологическое, физическое. Это непросто. Но это не худшая жизнь, которую человек может жить. И я думаю, что в какой-то момент просто надо вот уметь остановиться, посмотреть вокруг, вспомнить, что было до, что сейчас и что может быть. И просто действительно поблагодарить судьбу, что все так складывается. Жизнь вне тенниса, она существует вот для тебя? Лично для меня, да. Она в чем заключается? А в жизни? Как бы это бы ни звучало, у меня никогда не было мыслей о том, что если теннис закончится, что закончится моя жизнь. Я такой человек, который умеет найти занятия вне спорта. И на самом деле я это делаю параллельно спорту. А теннис может сделать человека вот на 100% счастливым? Я уверена, что нет. Я уверена, что нет. Он может дать возможность реализоваться счастливее в жизни. Но я все равно считаю, что счастливее, чем семья твоя, тебя не сделает вообще никто. В мужском туре очень крутой видос был, когда ребята записывали сообщения себе 10-летним. Вот ты бы сейчас записывала бы сообщение Насте Потаповой, 10-летней малышке. Ты бы ей что сказала? Что ты хотела сказать, малышка? Малышке, да. Что бы сказала ты ей? Я бы сказала, что малышка, ты делаешь все правильно. Главное, не бойся, иди до конца, никого не слушай и стой уверенно на своем. Я бы вот сказала вот так. Я думаю, что она тобой бы очень гордилась бы, эта малышка. Возможно, что да. Спасибо.